Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, какие события нам подскажут карты, что произойдет совсем скоро, что или кто спешит на ваш порог, в вашу жизнь, мои дорогие. И у нас сегодня первые карты – это Ленорман. 4 карты мы достанем, пусть это будут как знаки судьбы или подсказки, в каких сферах жизни, может быть, вы будете что-то прояснять. А у нас до конца сентября месяц ясности, поэтому в той или иной мере сейчас каждый из нас именно занят тем, чтобы больше порядка в своей жизни навести или как минимум с чем-то определиться. Давайте узнаем 4 карты, чему придется уделять внимание, может быть, больше. С чем будут связаны эти 10 дней для вас? Что будет как знаковый какой-то момент или ключевой, может быть, главный? И если мы спросили, что или кто спешит в вашу жизнь, такое вполне вероятно, судя по планетарным транзитам. Я, кстати, вас приглашаю на свой сайт прочитать гороскоп именно планетарный. И ссылка в описании под видео. Астрологический прогноз на сентябрь так и называется. Прочитайте, я думаю, будет подсказок больше. Итак, что или кто спешит? Могут какие-то вопросы в нашу жизнь возвращаться, могут и люди. И совсем не обязательно, что возвращаются те, которых мы рады видеть. Ну, пространство может и вернуть нам на доработку какой-то вопрос. Вот это тоже будьте внимательны. Неожиданности, следующая карта. И в чем ваша фортуна, мои дорогие? Энергия любви, энергия денег, энергия достижений. Дела, работа, бизнес, документы, у кого что. Так, что же там будет важно? Что нужно услышать? Ух ты, солнышко! У вас какая-то веха такая судьбоносная. Ну, вообще для вас на долгий период времени возможности открываются. В последующие годы даже будут так складываться транзиты, что для вас это время, ваше время. Может быть, шаг за шагом, даже если вы сейчас находитесь в очень сложном положении, или какой-то раздрай в душе, или тысячи неопределенностей в некоторых факторах, поверьте, вы сейчас шаг за шагом с чем-то определяетесь. И все равно самый красивый узор вы все сумеете сложить. Может быть, не так быстро. Давайте будем реалистами, я всегда говорю. Карта Солнца – это как минимум 6-8 месяцев активных действий. Или вот если вы проясняете, делаете какой-то выбор, вот значит вы определились с чем-то, и будьте готовы, что этим вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев очень активно. Но, безусловно, солнышко – это как туз-бубен, да, это может быть и важное известие, это может быть решение какого-то вопроса. Это что-то может быть фундаментально такое судьбоносное, которое открывает совершенно новый жизненный этап. Может быть, с элементом новизны. Но солнце, мои дорогие, раньше солнце выпадало в любой колоде. Ленорман, Таро. Говорили, иди, у тебя, дорогой, все хорошо. Или, дорогая, я, конечно, шучу. Мы откроем, мы же с вами любопытны, правда? А чего я тут разложила эти карты? Нет, сейчас будем смотреть. Но, тем не менее, солнце, вот это уже не отменишь. Карта женщины. Мои дорогие девочки, скорее всего, это вы сами, ваша собственная энергия. Это ваша задумка, потому что тузу, пик, посмотрите, 2 туза. Тут, правда, будет и информация важная, или возможность важная, а еще и ваше важное решение. И пики, или то, что мы говорим про мечи в колоде Таро, это интеллект. Поэтому понятно, что мысли какие-то, что-то вы будете анализировать, на что вы будете соглашаться, а может быть от чего-то отказываться. Но тут самое главное, вы можете сделать что-то для себя дважды, трижды хорошо. Я, конечно, допускаю, что и у вас могут быть какие-то контакты с женщиной. Ну, может быть, так складывается по вашей работе или по вашему бизнесу. Или вы что-то изучаете, тоже есть какая-то задумка. Может быть, много общения будет с какой-то женщиной. Но, вы знаете, у нас сентябрь наполнен такими энергиями и людьми, когда ничто не происходит просто так. И значит,
те люди, с которыми нам доведется контактировать, или те события, с которыми мы столкнемся. А это все нам зачем-то нужно. Будьте внимательны. А для вас, мои дорогие мужчины, это какая-то важная женщина в вашей жизни. И опять же, у кого-то это любовная история. Но у кого-то интеллект, опять же, да. Может быть, есть контакты и по работе или по каким-то делам. Этого я не исключаю. Ладно, следующая карта. Любовь. Тем не менее, личная жизнь все-таки в центре вашего внимания. Вопросы дома, вопросы жилища. Но это здесь о взаимности, о верности, о любви, об искренности. Мне нечего добавить, правда? Мы посмотрим, что вам тут выпало. Но, может быть, и придется на что-то решиться или решать какой-то вопрос по части именно любовная история. А для тех, кто один или одна, да еще и с картой Солнца, есть возможность познакомиться. Ну, понятно, если мы сами не предпринимаем ничего, как будто не выходим судьбе навстречу, ну, вряд ли тут что-то будет осуществимо. Поэтому, если вы устали от одиночества, если вы уже точно наверняка знаете, что нет, я хочу, ну, вот такого более полного счастья, то тогда и, может быть, и стоит расширить несколько диапазон общения, позволить людям новым войти в вашу жизнь. А дальше вы будете определяться, у вас великолепно работает интуиция. Четвертая карта, еще и вопросы дома. Вообще волшебно, посмотрите. Сам по себе дом. Это и наши близкие, это и буквально помещение, где мы проживаем, куда мы себя как будто приносим, приходим отдыхать, восстанавливать силы эмоциональные, физические. Может быть, кто-то и обустраивает свой дом, может быть, наводит порядок, может быть, и ремонт косметический или просто хлам какой-то выбрасывает. Мы обновляем жилище, мы обновляем пространство, а пространство вторично обновляет нас. Есть взаимосвязь с домом, с любовью, с личной жизнью. Для вас сейчас это архиважно. Поэтому подумайте, чего же вы хотите. Давайте узнаем, что нам кто или что спешит в вашу жизнь. А ведь и правда отшельник. Тут можно выйти из одиночества, или познакомиться, или решиться на что-то. Но мы все, конечно, разные. Среди вас, мои дорогие, я знаю, есть и буквально одиночки. Не путать с одинокими людьми. Это совершенно две разные составляющие. Одинокий – это тот, кто, ну вот, я надеюсь, без обид, ну, такой своеобразный ждун. Когда это, кто это войдет в мою жизнь, вот само по себе это произойдет. А я уже говорила, что нужно как минимум судьбе навстречу выходить. А для кого-то, для тех, кто вот одиночка, это те люди, которые ведут очень активный образ жизни. У них много планов, много желания, ну, как самовыражения или чего-то достичь. Здесь может быть какая-то интересная тема, которая вам возвращается в жизнь, но, скорее всего, это что-то знакомое. Вы либо об этом думали, либо какой-то проект, который вы положили в дальний угол стола, например, да? И здесь вы понимаете, ого, пора вот именно теперь этим заниматься. Вот этого я не исключаю, потому что это ведь у нас мудрец, философ, который идет своим путем. Да, немножко энергии такие отстраненные или энергии медленные. Но, к примеру, нам и бдительность не помешает, если мы знакомимся с кем-то или расширяем, как я говорила, диапазон общения, позволяя людям войти в вашу жизнь новым. Тем не менее, держим руку на пульсе и слушаем свою интуицию. Вот фонарь всегда в карте «Отшельник» про образ интуиции. Она вам дает правильные подсказки. Но или кто-то, или что-то может возвращаться. Может возвращаться даже тот человек, который долгое время был где-то от вас на расстоянии. Ну, может быть, это будет просто известие, письмо, звонок, в мессенджерах напишет. И будет пытаться с вами возобновить какой-то контакт. А до этого он как отшельник был, да, вы не слышали, не видели, не знали, что с ним происходит. И вот это я тоже не исключаю. Неожиданности, ну что ты тут добавишь? Карта сила. У вас сильная позиция, да еще и с картой солнца. А вообще энергетика как у мага.
Вот вы сейчас, наверное, знаете, для вас будет очень важно позитивные мысли, только позитивные, потому что вы, ну, вот то, что вы сейчас думаете в реальной жизни, вы сможете осуществить. Поэтому мечтайте больше, больше загадаете, больше осуществится. И это не случайно. И ни в коем случае не впадать в какой-то негатив, не начинать себя за что-то ругать, корить. Нет, мои дорогие, здесь себя надо любить. Может быть, даже побаловать, я бы сказала. Понимаете, почему? Для вас это важно. Это где-то укрепляет ваше самодоверие, это важно на самом деле. Именно от самодоверия формируется наша самодостаточность. И здесь даже ваши правильные мысли формируют ваше будущее. У вас сейчас вы как маги-волшебники. И вы можете даже прочувствовать в неожиданностях, что действительно у меня сейчас больше возможностей. Давайте спросим, в чем же ваша фортуна? Ну вот я, наверное, с самого начала говорила, посмотрите, десятка кубков. И дом, и любовь, и семья. Ну да, может быть, в чем-то и еще и нужно быть осмотрительным. Вы знаете, тут такой момент. Отшельник ведь никуда не спешит. Кто-то ошибочно полагает, что он стоит на месте. Нет, мои дорогие, он идет. Но он очень осмотрительно идет. Это мудрец. Вот, кстати, как подсказка. Не слушайте советов посторонних. Как отшельник. Ему досужие мысли досужих людей абсолютно фиолетовы. Потому что если мы начнем подстраивать себя, кто там что подумал, какие советы нам дали, мы так и не сможем стать счастливыми, мои дорогие. Потому что сколько людей говорят, столько и мнений. А у вас личное счастье на кону. И это фортуна. Чтобы вы были счастливыми. Высшие силы, ангелы ваши стараются буквально вас поддержать. Или даже если какой-то предыдущий опыт в личной жизни был негативный, тогда не вспоминайте о нем. Тогда вам судьба подарит новое знакомство. Не сидите где-то в мыслях, не будьте ждунами, правда, когда ничего не происходит, а мы все надеемся. Ну, даже да, непонятно на что. Все же я тут вижу ваши аккуратные такие шаги, прислушиваясь к интуиции, но все же аркан сила, даже если нужно, допустим, с каким-то важным человеком договориться. У вас достаточно и эмпатии, и дипломатии, и интуитивно как-то правильно выстроить разговор, чтобы в конечном итоге получить тот результат, от которого вы будете довольны, вы будете счастливы. Иногда по десятке чаш, в чем ваша фортуна, правда, вот это вот две вот эти карты. Это и личная жизнь, любовь, отношения, это вопросы дома, жилища, место вашего пребывания сейчас, ну или где вы планируете быть. Энергия любви. Может быть, тяжеловато, да, какие-то вопросы еще придется решать. Двое несут арбузы, обратите внимание. Есть такая поговорка, своя ноша не тянет. Может быть, и где-то усталость будет, кстати. Но, значит, усталость, она не должна эмпатию какую-то разрушить, понимаете? Может быть, где-то вам и придется так немножко себя, ну, так это силы все собрать в кулак, потому что все же именно в этой колоде, как будто солнышко у нас там на горизонте, да, мы идем вот в этот дом и несем свое добро. Вот какое-то добро вы несете в дом. И это еще, вы знаете, как будто последние шаги. Вам еще нужно это совершить. И по части личной жизни это может быть важный разговор. Допускаю, что у кого-то примирение. Допускаю вполне. Или какие-то важные согласования по части дома. Но уже результат, главное, близок. Вы уже что-то знаете, чего вы хотите достичь. И у вас, конечно, с арканом сил на все сил хватит. Энергия финансов. Ну, что ты тут скажешь? Карта мир. И вы знаете, конечно, мы все желаем мира, чтобы этот мир наконец воцарился во всем мире. Правда, это и не только слова. Но это итоговая карта, и если на финансы кто-то из вас, и у вас два старших аркана, обратите внимание, может быть, и есть какая-то тема, которую нужно вот прямо сейчас либо закончить, завершить, либо, может быть, даже приступить. Тут немножко по-разному. Старшие арканы нам о чем? Что есть какое-то взаимодействие или ваша некоторая зависимость от, может быть, ситуации в мире. От того, что вы слышите
что звучит даже в средствах массовой информации. Но я-то тут для вас вижу какие-то возможности, понимаете? Может быть, на финансы получить какой-то гонорар или получить ту сумму, которая где-то там заплутала, или по каким-то причинам вы не могли это сделать. Разрулить какую-то сложную ситуацию вы тоже можете мудро, может быть и хитро, по-философски, одним словом. Но главный итог по этой карте нам говорят: нет ничего невозможного. Я допускаю, что вам придется, как, знаете, какой-то альтернативный метод, может быть, искать, или как правильно взаимодействовать с тем, что уже сложилось, а мы на это не влияем. Но у вас безграничные возможности, мои дорогие. Поэтому стоит только захотеть. Вот так вот по-настоящему. И у вас все получится. Энергия достижений. Но у вас все получится. Королева жезлов – это та, которая много раз судьба ставит на колени, а она поднимается. Она снова ставит, а она снова поднимается. Вот какой-то сложный путь проб и ошибок. В итоге два основных вывода. Она умеет хранить молчание и правильно анализировать информацию. И поэтому ей люди доверяют. Ей несут свои секреты, и она хранит эти секреты. И свои собственные также. Я уже говорила, не обсуждайте что-то с кем-то или не рассказывайте даже. Вам буквально молчание помогает. И второй аспект. Умеет правильно распорядиться деньгами. Мы только что об этом с вами говорили. То есть какая-то своя задача, какой-то свой план. И как большое видится на расстоянии, так и отчасти добрые дела или надежное что-то наспех не делается. Может быть, для кого-то это будет тоже важно услышать, но ведь это еще и возможности. Но в каких-то таких более аккуратных энергиях. Хотя я не могу исключить, мои дорогие, что для кого-то это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Или имеет асцендент в одном из этих знаков. Кстати, может и не знать человек. Но это огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец. Ну или пусть даже это будет по части именно достижений или какого-то партнерства. Здесь ваше важное решение, то, как вы именно видите и хотите. Бизнес или построение карьеры. Вы тут что-то можете для себя, ну знаете, как какой-то проект, которому вы будете и уделять внимание, время, и вам это будет нравиться. Понимаете, самое главное, еще и солнышко. У вас здесь все получится. Вы маги и волшебники, мои дорогие. Перекладывайте на себя. А я хочу поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии и добрые. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.